Приветствую вас, друзья, на канале IndexRate. Анализ рынка на сегодня, 23 июля 2026 года. Сегодня мы с вами посмотрим, почему биткоин в ближайшее время может значительно упасть, какие рынки поддержки и сопротивления у него существуют, какова вероятность такого падения и вообще может ли оно произойти в связи с глобальными мировыми экономическими событиями, а также разберем основные индексы мирового рынка. Не переключайтесь, будет интересно. И давайте начнем. В первую очередь хотел бы показать, наверное, индекс доллара США. Мы с вами знаем, что данный индексный показатель влияет на геополитические события. Сейчас присутствует страх событий, связанных на Ближнем Востоке. Сейчас присутствуют риски у трейдеров, связанные с повышением или удержанием высоких ставок Федеральной резервной системы и в целом ястребиной политики нового главы Федеральной резервной системы. Данные риски толкают индексный показатель вверх, то есть трейдеры сейчас хеджируются в долларе. То есть предполагая, что доллар, вероятнее всего, будет расти. Но если мы с вами посмотрим на график, мы с вами видим вот этот канал, который мы очень давно нарисовали. Это не сегодня и не вчера было сделано. И обратите внимание, здесь указаны самые низкие точки падения после роста данного индексного показателя 69, 88, 69 у нас было в 2008 году, 88 это было в 2018 году. Соответственно, следующая низкая точка у нас была в 2026 году, в начале года, 95 данный индексный показатель у нас достигал. И все это нижние границы канала. Нижние границы канала выступают мощной поддержкой. Посмотрите, сколько времени мы сейчас на месячном таймфрейме, сколько месяцев данный индексный показатель консолидировался на нижней границе канала, не переходя за нее и не подтверждая пробой. То есть были пробои, но подтверждение и закрепление нижней границы не происходило. Сейчас мы оттолкнулись и технически, помимо всех этих геополитических событий и рисков, технически мы с вами потенциально двигаемся к его середине. Значит, достичь отметки 108-109 или даже выше, или хотя бы на отметке 109 закрепиться на какой-то период времени, у нас потенциал есть. Если пробьем среднюю границу канала, мы можем увидеть с вами и 120 тоже по данному индексному показателю, при том, что верхней границей он достигал, правда, очень давно, в 1984 году, на отметке 164. Но не так давно, в 2001 году, мы видели отметку 120. И поэтому протестировать вот эту верхушку 120 здесь, в рамках этого восходящего канала, у нас потенциал, конечно, с вами имеется. А код B говорит о том, что мы находимся в активном, вот, посмотрите эту гистограмму, в активном бычьем денежном потоке. Снизу вверх моментум фиолетовая линия рвется, и также вверх рвется вот эта ломаная серая линия, это индикатор Trend Score. Он с глубокой медвежьей зоны сейчас рвется в среднюю границу и дальше в бычью зону. Есть перегретость по стохастическому RSI, красный на максимальных значениях, то есть коррекция может быть, но потенциал роста у нас все еще присутствует. Кстати, по поводу индикаторов, код B, код A, вот эти индикаторы, это код A, это вообще стратегия, соответственно, индикатор кода SM и индикатор у нас Adaptive ATR. Он очень хорошо, вот если я сейчас закрою его, поставлю на месячном таймфрейме, показывает точки. Вот шорт показывал. На недельном таймфрейме он лучше всего у нас с вами работает. Он показывает шорты и показывает лонги, и достаточно точно это делает. Вы эти индикаторы можете зайти на страничку TradingView, она есть в описании, зайти в мой профиль, соответственно, в раздел скрипты, и здесь вы увидите абсолютно бесплатно код B, соответственно, код A, индикатор, стратегию, вернее, очень глубоко настраиваемую, описание, как ее настраивать, а на YouTube-канале вы найдете видео по обзору, как настраивать и работать с этой стратегией, ну и также Adaptive ATR тоже найдете, можете абсолютно бесплатно это все получить. Это разрабатывалось мной лично, эти сборки, и поэтому я своей аудитории, своему комьюнити это бесплатно предлагаю использовать. Ну, а более подробно, как я уже сказал, можете посмотреть в описании или посмотреть на YouTube-канале. Так что обязательно подпишитесь и поставьте лайк этому видео. Вот. И что касается, индексного показателя доллара США, то потенциал роста присутствует. Сейчас немножко замедлились, но я думаю, что в силу тех событий, которые происходят в мировой экономике и в геополитике, я думаю, что доллар у нас порастет. Рынок неоднозначный. Обычно, когда индекс доллара США растет, рынок акций падает.
Но сейчас, в принципе, мы это с вами видим, вот небольшое падение по S&P 500, давайте сразу его посмотрим. Но S&P 500 выглядит так, как будто падать он особо не собирается. Потому что в целом он у нас сейчас находится на week low. Коррекция, конечно, может быть, но глубокий, давным-давно уже на месячном таймфрейме у нас зеленый, соответственно, бычий денежный поток очень глубоко и наверху находится у нас трендовый индикатор TrendScore. Вот посмотрите, линия лежит на верхней границе уже давно, отметка 83.33. Вот здесь ее видно в шкале с правой стороны. Вот, собственно говоря, коррекция может быть. Вот оранжевая линия — это difference momentum, она сверху вниз толкается, поэтому можно покорректироваться, соответственно. Но не думаю, что это как-то сильно повлияет на главный индексный показатель мирового рынка, ну и 500 крупнейших американских компаний. Также одним из защитных активов является золото. Сейчас оно корректируется. Опять-таки это связано с процентными ставками. Трейдеры сейчас больше предпочитают доллар, а не золото. Тянется оно на месячном таймфрейме в зону Fair Price 3500. Потенциал такой сохраняется. Но если посмотреть более короткую недельку, то мы сейчас уже в этой зоне Fair Price даже не дошли. Зона Fair Price 3600, так же как и там, но мы сейчас в зоне бычьего интереса. Нижняя граница 3930, верхняя граница 460. Вот здесь мы сейчас консолидируемся вот уже последние несколько недель. И отсюда у нас есть вариант, что если мы не прорвемся ниже, оттолкнуться обратно в зону 4650. Но денежный поток чуть-чуть сужается. Вот посмотрите. Сейчас покажу. Вот он у нас денежный поток. Вот он чуть-чуть идет на спад. Если продолжится сужение и глубоко в медвежьей зоне у нас находится TrendScore, хотя есть разнонаправленность. Видите, разная динамика. Есть глубокий кроссовер по волнам моментума. Это фиолетовая лента. И, соответственно, может быть просто продолжение бокового движения. То есть однозначно говорить о том, что денежный поток сейчас прям резко уйдет вниз и у нас будет продолжающееся падение, пока сказать достаточно трудно. Все-таки золото также защитный актив, и при определенных событиях трейдеры начинают перекладываться в него. Но после вот этого сумасшедшего роста, конечно, коррекция не заставила себя ждать. Это было очевидно. Теперь, что касается того, как поведет себя биткоин, и прежде чем мы к этому перейдем, наверное, стоит посмотреть, что у нас за события будут на этой неделе. Завтра у нас буквально, во-первых, число первичных заявок на пособие по безработице, сейчас потенциал прогноз 211, 15:30 по московскому времени мы узнаем результаты. Это оказывает краткосрочное влияние на рынок. Вот, соответственно, но самое главное у нас следующая неделя, конечно, это решение по процентной ставке Федеральной резервной системы США. 29 июля мы с вами увидим это решение. Ну и дальше пресс-конференция ФОМС и заявление от того, как будет выглядеть это заявление от главы Федеральной резервной системы, мы будем понимать, как трейдеры будут реагировать. Ну, соответственно, истребиное настроение, они окажут медвежье влияние на рынок. Ну и потом в четверг узнаем ВВП и базовый индекс расходов уже личных. И число первичных заявок по безработице. Опять-таки, это локальная история, а вот ВВП за второй квартал это, наверное, наибольшую важность будет иметь. Дальше стоит обратить внимание на ключевые даты. Вот 29 июля сейчас 66,3% аналитиков считают, что ставка останется без изменений. То есть Федеральная резервная система не будет ни повышать, ни снижать. Небольшой процент, скажем так, уверенности, но она присутствует. Но самое главное, что 16 сентября, следующее заседание Федеральной резервной системы, уже 55,6% аналитиков считают, что ставка будет повышаться. Ну, соответственно, это окажет, конечно, влияние на все рынки, в первую очередь, конечно, в том числе и на высокотехнологичный сектор. И если мы говорим с вами о биткоине, а сегодня мы посмотрим именно его, то мы с вами, наверное, в первую очередь должны посмотреть на те фракталы, которые смотрим последние 2 года. Эту фрактальную конструкцию я стал изучать, наверное, в 25-м, где-то там осенью. Вот, посмотрите. Вот этот фрактал 2020-2022 года, и он тут же перенесен на, соответственно, 24 и 26 год. И начали мы его смотреть где-то вот с этого периода, вот даже видео здесь выходило, посмотрите, 7 ноября. И самое, что интересно, что мы смотрим вот все вот это вот, и оно удивительным образом двигается в рамках этой фрактальной конструкции. Посмотрите, и падение, и отскоки, следующее падение, и отскоки, правда, он чуть больше, чем здесь, но все равно и дальнейшее опять снова падение, консолидация в боковичке
И следующее падение у нас приходит ровно на конец августа, начало сентября. И если это произойдет, то, соответственно, это произойдет под решение процентной ставки. Самое важное, что стоит учитывать, что это падение, опять-таки, если и происходит, оно может быть чуть-чуть сильнее, так же, как и рост был вот здесь. 26 числа мы видим, что рост был сильнее, чем на фрактале. И здесь падение может быть сильнее, либо в тех же условиях. То следующее, самое мощное, все, что вы видите сейчас на недельном таймфрейме, самая мощная зона интереса быков начинается от отметки 60 700 до нижней границы 52 700. С заколом ниже в зону Strong Low на отметку 49 600, 49 700. Вот это то, что сейчас присутствует с точки зрения поддержки, с точки зрения интереса. Я начал откупаться, вот видно в зоне 70 у меня покупки были 72, вот зона 72 первый раз. Да, две покупки. И следующая покупка у меня была вот в зоне 62. Следующий ордер у меня стоит на 56. Соответственно, небольшой откуп идет, пока небольшой добор, но я думаю, что уже ближе к 56 буду догонять еще тезера для закупки битка, потому что зона покупок именно сейчас, она просто великолепная. Почему это происходит? Уже не первый раз показываю, как откупаться на долгосрок именно по биткоину, если учитывать один из самых моих любимых и, наверное, важных индикаторов, это индикатор золотого сечения. Обратите внимание, все предыдущие падения и все предыдущие движения были абсолютно точно подтверждены этим индикатором. Всегда, когда цена уходит за зону оранжевой вот этой линии, это 350-дневная цены, 350 дней, долгосрочный такой длинный индикатор, значит, цены 350 дней. Вот, когда цена уходит за него, это самая лучшая зона покупок. Цена обязательно достает зону аккумуляции, зеленую линию, и, как правило, дальше переходит, ну, когда биткоин был молодой, тут отскок шел там 5-кратная, 8-кратная Фибоначчи, потом уже там 3-кратная, потом 2-кратная, потом 1-кратная, потом вообще не доходил до Фиба, или там максимально 3-кратная, потом, соответственно, только до зеленой зоны или до 2-кратной зоны аккумуляции, то есть до красной линии, это максимально. Ну, до зеленой доходил всегда. Зеленая сейчас показывает отметку 138, но она будет расти с приростом цены. И максимально красная показывает 173. Я думаю, что здесь отметки будут в зону 200-250. Я ожидаю, что в следующем цикле биткоин достигнет. Ну и при средней цены подкупки в зоне 60, ну, это отлично. То есть это 3,5-4,5 икса за полгода-год. Прекрасный показатель, которого можно достигнуть. И сейчас мы находимся ниже 350-дневной цены. Вот это прям объективно видно. То есть вот так вот это сделать. Ниже 350-дневной цены, соответственно, приход на нижнюю границу сейчас на отметке 86. У нас пока что сейчас интерес только в зону, наверное, ну, потенциально в зону, наверное, только 72 сейчас присутствует, объясню почему. Но в целом достижение вот этой отметки, отскок от нее или консолидация будет означать, что мы уже разворачиваемся, либо близки к развороту. Вот. Ну и давайте обратно к графику. Давайте прежде чем график покажу, почему 72 может быть потенциально, потому что опционный рынок сейчас показывает зону интереса 70 и 72. Причем это, я думаю, что не хедж позиции, то есть обычно, когда колы, то есть ставятся в таком количестве, это может быть хеджирующие позиции, то есть ставят на пут, ставят на снижение, но на всякий случай потенциально хеджируют рост. Вероятность такая есть, но в меньшей степени, потому что посмотрите, насколько низко вообще присутствует рынок путов и насколько высоко рынок колов. Мне кажется, все-таки это потенциал роста в рамках вот последних событий. Возможно, какие-то потепления дадут отскок в эту зону. Технически это обусловлено интересом, потому что здесь fair price. Посмотрите, зона 7500 это зона справедливой цены месячного таймфрейма. У меня специально она отмечена. Я хоть и на недельке сейчас график стоит, но месячный у меня отмечен. Вот, недельный, потому что 88. Вот он, 88. Кстати, недельная зона интереса 88, она совпадает сейчас по индикатору золотого сечения потенциально там 86 500. Ну, это все одна зона, 86-88.
с 350-дневной. То есть такое достаточно важное тоже замечание. То есть прорыв этой зоны на недельном таймфрейме будет означать возвращение, как я уже сказал, к бычьему рынку. Но сейчас потенциал снижения именно в сентябре риск такой присутствует. Но перед этим нас могут потащить в зону справедливой цены с заколом чуть повыше. Здесь чуть повыше на зоне 72, 70-72 у нас идет луч. Посмотрите, вот он специально проложен по лоям. Трендовая линия, вот коснуться этой трендовой линии, откатиться ниже, потенциал такой есть. Но в большей степени я, конечно, думаю, что нас потащат, если и потащат, то к 70 не далее и развернут. Потому что вот эту зону интереса проколоть, прочувствовать есть. И самая середина этой зоны, посмотрите, самая середина, это 56. Именно поэтому на 56 сейчас стоит ордер. Именно поэтому вот он виден на графике. Потому что 56 это средняя граница зоны интересов биков на недельном таймфрейме. То есть если я работаю на откуп, я смотрю в любом случае недельку, поскольку неделька показывает долгосрочную тенденцию. И именно для позиционной торговли, то есть для добора позиций позиционно, спотовой, будь то или фьючерсной позиции, нужно смотреть недельный таймфрейм, поскольку ты смотришь далеко. Ты рассчитываешь на то, что ты будешь держать позиции от месяца и более. И еще один момент хотел вам показать, связанный именно с подкупом активов на долгосрочный период. Вот обратите внимание, достаточно давно, наверное, я показывал вот такую вот схему откупа, называл ее стратегия рыбака. С чем она была связана? Она была связана с тем, что до прихода институционального капитала биткоин мог потерять 87, почти под 90% цены. Сейчас такое, наверное, маловероятно, потому что все-таки институционалы проявляют интерес к данному активу, есть фонды, ETF на биткоин, в том числе крупнейший BlackRock. Значит, скорее всего, упасть в цене на 90% вряд ли получится. Поэтому систему, конечно, ее нужно переработать, но смысл в ней остается прежним. Сначала ты ищешь точку входа, и первая точка входа это 30% потери цены. Вторая точка входа это еще 40% потери цены от первой, и последняя точка входа еще 50, потеря 50% цены, соответственно, актива от последней цены. Значит, дальше ты входишь от 100% депозита на 30, на 40, на 50 и на 100%. Все, ты получил все, что тебе нужно. Теперь давайте посмотрим, как цена падает и двигается сейчас, для того, чтобы понимать, что сейчас, наверное, в сегодняшних реалиях, это будет сделать сложно. Но в первую очередь, если вы посмотрите на график, то видно, что для того, чтобы цене упасть на 30%, в сегодняшних реалиях, давайте сейчас с биткоина на биткоин, давайте недельку для долгосрочного откупа. И мы с вами видим вот такую вот картину. Вот максимальное значение цены 126, значит вот потеря цены на 30%. Значит, откуп должен произойти на отметке 87. Следующий откуп должен будет произойти еще на 40%. 52. И следующий откуп должен будет произойти на 50%. То есть вот эта зона интереса и вот здесь зона накопления. То есть на отметке 26. Ожидать биткоина 26, мягко говоря, затея такая достаточно авантюрная. Смысла в ней никакого я пока что не вижу. Потенциал снижения туда цены присутствует, но он минимальный, на мой субъективно личный взгляд. Если мы сейчас говорим с вами о том, что вот это вот мы с вами исключаем, то первый откуп должен был произойти либо на 87, либо, как у меня, он произошел гораздо позже. То есть первые покупки у меня состоялись в зоне 72. Соответственно, сейчас покупка последняя была в зоне 61, и следующую я жду на отметке 56. И давайте теперь, возвращаясь на график, мы с вами сейчас посмотрим, что же я сделал. Если я купил на 72, то я цену дождался и уронил на 42%, на 40%. Если возвращаться к стратегии, именно стратегии рыбака, то получается, что я второй этап сделал раньше, чем первый. Следующий этап, наверное, надо подумать о 30%, потому что последние этапы, мягко говоря, уже, как я уже сказал, выглядят достаточно авантюрно. И если мы говорим именно об этом, то и с учетом того, что я откупился в зоне 72, то, наверное, 72, правильно я сказал?
Да, вот они, покупки 72. Значит, правильно? Да, 72. 76 и 72. То есть здесь две покупки было. Значит, возвращаясь на график, вот она, 76, 76, 72, ну, будем считать, что 40%. То есть на 40% я совершил первую покупку. Вот это первая покупка. Она совершена вот здесь. От максимального значения цены. Значит, вторую покупку, по идее, надо купить, ну, поменять местами, раз уж так получилось, на 30%. Это отметка 52. У меня стоит покупка на отметка 56. Ну, я не стал ждать 52 и рассчитывать на 52, ну, потому что я считаю, что 56 я могу покупать лесенкой. И в целом взять отметку там 54, там, я могу 52, 54, не более того, потому что если мы с вами поставим сейчас код SM, то мы с вами увидим, что это нижняя граница. Посмотрите, вот прям я ничего не делал, просто нажал и открыл зону Smart Money, индикатор Smart Money от Index Rate, и вы видите нижнюю границу 52. Это вот та самая зона ликвидности на недельном таймфрейме, которую я показывал. Зачем же мне рисковать? Я поставлю нижнюю границу на закол и начну скупать уже со средней границы. Уже по идее со средней границы мне нужно покупать. И со средней границы я это делать и буду. Потому что вот зона 56 это средняя граница. Вот здесь со средней границы я поставил покупку. Но закол 52, рисковать, что закол туда придет, но я думаю, что это уже такое, скажем так, попытка максимально угадать дно. Это всегда профанация, и так поступать не стоит. Лучше поступать именно по этапному откупу и уже не ждать каких-то там максимальных значений, потому что выйти на среднюю получится. Если я выхожу на среднюю 60, ну, как я уже сказал, вероятность ухода в зону 200 или даже 180, она потенциально даст x3 или x4, а может быть даже x5 к общему капиталу при условии, что цена будет в районе 60-70 тысяч долларов. Соответственно, это более чем где-либо или в каком-либо производстве или в каком-либо бизнесе можно достичь. Вот такая, наверное, сегодня картина. Также хотел сразу же посмотреть, что сегодня нам прогнозирует платформа, показать, какие новости на платформе. Видео выходит редко, именно потому что сейчас идет активная разработка. Подпишитесь на телеграм-канал, чтобы видеть этапы и стадии этой разработки. И в чем смысл этой разработки, я вам сейчас в двух словах объясню. Смысл в том, что данная платформа объединит в себя, так, скажем так, 4 в одном для простого пользователя. Задачей было сделать так, чтобы люди не теряли деньги на рынке. Сначала научились тому, как работать на этом рынке. В первую очередь здесь будет интегрировано обучение уровня Coursera. То есть это урок 2.8. Свечные паттерны разворота. То есть полноценный с озвучкой курс вот такой анимированный, где будет показано все, что нужно трейдеру в теории и визуально, то есть вся теория визуально и, соответственно, тесты. Здесь будет от того, что такое финансовые рынки, то есть от нуля и до профессионального институционального трейдинга, условно, как торгуют хедж-фонды и стратегии институционального уровня. Также полностью разбор и мастерство работы с самой платформой IndexRate, как с ней работать, что за модуль опционов и так далее, так далее. Платформа сложная, но платформа ведет путь от ученика, от человека, который не знает ничего о финансовых рынках, человека, который не знает ничего о трейдинге и биржевой торговле, до человека, который разбирается в этой торговле очень глубоко. И более того, желание было дать инструмент, защищающий этого пользователя, этого человека, этого будущего потенциально трейдера, человека, зарабатывающего на трейдинге. А защита связана именно с управлением рисками. Это наш основной грааль. Поэтому раздел управления рисками здесь достаточно сложный. Он есть и в простой форме, то есть осторожно, сбалансированно, активно. И продвинутый, где Келли, VAR и прочие корреляции, стресс-тесты и так далее. Установка лимитов дневных, не позволяющих вам совершить ошибку на рынке. Здесь есть обучение адаптивное, сюда попадают все сигналы и стратегии, откуда здесь, ну и ваши сделки вернее, и по ним можно здесь получить анализ и понять, что с ними было не так и почему вы ошиблись. Здесь скринеры всех подключенных бирж: Bybit, OKX, BinX, TapBank брокера и Alpaca для международного рынка. Соответственно, скринер
позволяет перейти на любой актив, ну вот условно, получить сразу доступ к TradingView, к свечам, к линии, сразу же перейти в раздел торговли, попасть, здесь выбрать биржу, ну, например, в избранных, например, выбрать себе, там, я не знаю, биткоин, получить сразу стакан, ленту ордеров, получить полноценную возможность торговать, открыть позицию, закрыть позицию, отследить позицию, вот здесь тоже мониторинг позиций, все это будет доступно, уже доступно, все это видно. Также получить анализ, в первую очередь, портфеля, то есть здесь можно видеть все свои активы, все подключенные API-шки, которые подключаются в личном кабинете. То есть можно зайти в личный кабинет, я тебе сейчас покажу, получить API-шку, а здесь получить все данные по портфелям, распределение, атрибуция, сделать ребалансировку, получить анализ искусственного интеллекта по портфелю, что нужно сделать, и все необходимые метрики, включая дневник трейдера. То есть здесь есть, в принципе, все. Опционный рынок также подключен, Deribit для того, чтобы посмотреть, ну а основные опционы подключены, соответственно, от биржи Bybit и от биржи OKEX. То есть и та биржа предоставляет возможность работы с опционами. Вот. И самое главное, и анализ – это аналитика. То есть платформа, помимо обучения, дает возможность торговли, дает возможность анализу, дает возможность разработки или копирования стратегии, то есть полноценный финансовый инжиниринг, либо копирование результатов стратегии и блокчейн-верификацию. Ну и аналитика, конечно, здесь стоит в первом ключе. Анализируются основные методики, то есть наши алгоритмы от IndexRate, соответственно, Вайков, Smart Money, зоны институционального анализа, то есть умные деньги, показано где и как, какие уровни поддержки сопротивления, какие сейчас фазы накопления, распределения и так далее. Значит, зоны по, значит, Smart Money, покупки, продажи, ордер-блоки и так далее. Ну и можно, во-первых, настройка сигналов. Здесь можно настроить сигналы на множество различных активов, какие вы хотите получать. Сохранить, и в раздел сигналы у вас будет попадать информация оттуда в Telegram-бота, вот подключенный Telegram-бот, в который тоже будет попадать сигнал, вы будете видеть, там открылась позиция или закрылась позиция, достигла ли она какого-то результата. Вот выбрать актив, биткоин, либо здесь выбрать активы из списка, вот здесь достаточно большой список, нажать обзор, соответственно, график полностью подгрузится в ИИ агента, и агент в соответствии с промптом выдаст результат, рекомендации, общий вывод, сценарий, какая фаза, что говорят индикатор IndexRate код, что говорит Вайков, что говорит концепция умных денег и общий вывод, и сценарий развития событий. Соответственно, что касается раздела стратегии, то это самая кладезь. Здесь Marketplace, то есть все стратегии проходят несколько этапов. В первую очередь, наверное, это стоит показать в конструкторе, как это происходит. То есть здесь создается стратегия, происходят бэк-тесты профессиональные, потом происходит демо-торговля, также происходит обязательно paper trading, после этого стратегия можно будет опубликовать. Здесь AI-ассистент, который помогает эти стратегии разрабатывать. Есть два вида. Режим Wizard, вот вы сейчас его видите, то есть можно выбирать вот таким образом, то есть визардом, ну, то есть визуально, и есть, значит, режим, ну как такой, можно сказать, волшебство. Выбрал актив, установил правила входа, сохранил, перешел далее к следующей реализации. Или блочный, то есть блоками составлять стратегию с кучей индикаторов, условий, действий, рисков и прочая история. Соответственно, демо-торговлю осуществлять и аналитику работы со стратегиями. Вот, брать свою стратегию, разрабатывать, получать по ней PNL, запускать paper trading, получать результат на определенном таймфрейме. И этот результат верифицируется в блокчейне. Самое главное, при нажатии на блокчейн вы перебрасываетесь на раздел. Я сейчас, к сожалению, не смогу его показать так вживую. Вот сейчас я его сюда перенесу, потому что открытие происходит в Safari. Так устроена работа. Сейчас вот так я сделаю и вернусь к Safari. Попробую показать. Вот сразу перебрасываешься на IPS файл Firebase.io, то есть специальный сайт, где database верифицирует все результаты стратегии. Вот показано, что стратегия от 3 апреля она прошла все тесты, показала соответствующий результат. Вот так это выглядит. То есть каждая стратегия, ее результат подтверждены в блокчейне, поэтому
что-то придумать здесь практически или изменить каким-то образом невозможно. Можно подписаться на эту стратегию, получать либо сигналы при подписании, то есть вы можете выбрать получать сигналы, либо начинать торговлю уже автоматически. Партнеры, адаптивное обучение всех ваших сделок, можно учиться, и система сама учится, то есть система анализирует закрытые сделки, выявляет паттерны убытков для каждого паттерна, а и генерирует урок с рекомендациями, что делать дальше. То есть фактически обучение происходит и впоследствии, во время работы с этим инструментом. Управление рисками я уже показал. Отчеты публикуются, вы видели эти отчеты. Отчеты здесь создаются ежедневные, еженедельные, ежеквартальные, годовые. Можно кастомизировать по отдельным активам, то есть криптовалюты выбирать, акции США выбирать, российские валютные пары и так далее. Отчет вы видите, он публикуется еженедельный на канале IndexRate. Опять-таки рекомендую обязательно на телеграм-канал подписаться. Также присутствует, естественно, торговый журнал. По нему все можно видеть, вот работа дневника трейдера, как все здесь происходит, какие сделки и так далее происходили. Вот все здесь видно. Купил, продал и так далее. Ну и раздел сигналов. Соответственно, когда выходят сигналы, по степени их уверенности в этом сигнале, они, соответственно, купить или продать, открытие или закрытие. Вот приходит сигнал, какая уверенность, соответственно, какой сигнал, куда и какая стратегия. Это может быть фандинг, арбитраж, это может быть CMC, Вайков, то есть или свинг, и так далее. То есть основные стратегии, которые используются именно в рамках аналитики. Вот здесь вы анализы, вот отсюда появляются сигналы и попадают в этот раздел, и отсюда попадают в том числе в Telegram-бота. По сути, такой проект сейчас разрабатывается, сложнейшая система административного управления. Здесь можно, во-первых, понять, вот блокчейн и тарифы Firebase подключены сразу. Вот пробой, что фиксируется, где записано, когда записаны стратегии. Все это есть, все это видно. Здесь также есть документация, полное руководство управления платформой, последние изменения, вот 5.10.5 последнее, да, что изменялось, я публикую это в телеграм-канале, какие изменения происходили и так далее. Проверка стратегий, каждую стратегию администратор или финансовый инженер проекта сможет проверить, оценить, посмотреть ее пайплайн, оптимизировать эту стратегию и предложить ее перед публикацией. И есть мультиактивная еще проверка, тоже здесь присутствует. Фактически контроль над тем, что происходит. Вот здесь есть настройка уведомлений, API-ресурсы основные, которые подключены к проекту, лимиты, рейтинги для, значит, партнеров, АИ управления. Партнеры здесь могут быть, которые будут получать комиссию. Также авторы стратегий будут получать комиссию использования их стратегиями. Полная система, самое главное, доступ к движку. Python — это движок, фактически на Python создан основное сердце системы, это бэктесты и управление рисками и, соответственно, сама торговля. Вся она построена на движке отдельном Python, который обособлен от основного проекта. Он построен на языке TypeScript, а Python — это именно непосредственно торговое сердце системы. Вот здесь можно, соответственно, подключать кошельки для того, чтобы принимать платежи партнеры, пользователи, весь список, полное управление системой присутствует. Так что система на последней стадии разработки, сейчас активно идет разработка Урок университета трейдинга. 2.8. Свечные Вот, соответственно, когда закончится разработка, уже будет готов университет, и пользователь с нуля и до профессиональной торговли сможет прийти и получить полный доступ к анализу, не просто тупо тыкая куда-то, вот я вам показал, здесь мы тут сетку Фибоначчи натянули, ты, значит, купи внизу, продай наверху, это все, конечно, классно, но для того, чтобы совершать профессиональные сделки, а здесь сделки будут с хеджированием, то есть, если уверенность в лонге, можно хеджировать шорты и разницу на уверенности получать, либо минимальный убыток фиксировать. То есть, здесь это будет присутствовать. В лаборатории это можно будет все откатывать, запускать paper трейдинг. Вот как у меня, например, запущен. Вот он запущен, идет. И я вот сейчас отслеживаю, какой PNL, 0 сделок, 1 сделка, 2 сделки, общий PNL по активу, баланс и так далее. Просто отслеживаю, происходят сделки или нет. Вот запустил буквально сегодня. Соответственно, смотреть и уже принимать решения на профессиональном уровне, а не просто потому, что вы посмотрели в YouTube какую-то информацию, вам какой-то YouTube-блогер сказал: о, вы знаете, все упадет. И все побежали тут же, значит, все продавать, потом за голову хватаются и говорят: это скам, это ужас, этим заниматься нельзя, трейдинг не работает, значит, почему-то существуют крупные инвестиционные фонды, компании и просто игроки и трейдеры годами занимаются этим, можно сказать, бизнесом, делают деньги из денег, а у вас это не получилось. Но у вас не получилось, потому что вы этому не научились, и не было ни одной в мире системы, которая ввела бы вас на этапе профессионального обучения
от нуля до профессионального уровня, и потом давала еще инструмент. Более того, этот инструмент был в обязательном порядке пронизан системой управления рисками, что является главным граалем вообще в индустрии биржевой торговли. Вот. И я решил это сделать, поэтому в меньшей степени выходят видео на YouTube, в большей степени сейчас направлен именно на этот проект. И когда это реализуется, я буду снимать видео, снимать стримы, показывать живую торговлю на платформе, смотреть, как я с ней работаю. Вот, возможно, приглашать кого-то из пользователей для того, чтобы они рассказали, как прошло обучение, как они торгуют, показали свои результаты. Здесь будет интегрирована система социального общения. То есть на сегодняшнем этапе каждая стратегия, которая здесь есть, ну вот, например, в маркете мы можем зайти вот в on-chain стратегию. Сейчас мы на нее перейдем. Здесь можно еще раз с ней поработать. Параметры, сигналы, бэктесты, истории и так далее. Но здесь можно поставить «нравится». Здесь можно написать какой-то комментарий. Да, автору этой стратегии, он ее увидит. На втором этапе сейчас пока приостановлена реализация уже полноценного чата, который будет идти. Реализация своих идей, своих стратегий в ленте. Лента будет идти сразу с первой страницы мобильного приложения. И отдельно, где будет видно, какие стратегии есть. Вот, что пользователи сделали, почему сделали и так далее, какой результат показали. И приватный, соответственно, чат. То есть полностью социальная система, ну, по примеру, наверное, аналога TradingView или, возможно, пульса в Т-банке, для того, чтобы пользователи и комьюнити могло общаться. В дальнейшем я планирую для особенно иностранной аудитории, скорее всего, либо Discord, либо собственная разработка, которая тоже позволит в мобильном приложении очень быстро и эффективно осуществлять коммуникации с самим сообществом. Я думаю, что в рамках этого сообщества это гораздо полезнее, чем просто YouTube или Telegram-канал, поскольку здесь уже возможно будет получать обратную связь, если ты где-то что-то сделал не так, что-то плохо работает, что-то не нравится, что-то плохо открывается, ты будешь получать обратную связь, и у тебя будет гораздо правильнее с этим взаимодействовать. Вот, например, открыл какой-то актив, а у него график кривой. Вот можно зайти посмотреть, а почему у него график кривой. Это первый канал. Может быть... Вообще не удалось загрузить. Вот надо сейчас будет проверить, в чем дело, почему по этим активам график не подгружается. А вот здесь нормальный график. Скорее всего, это связано с активом биржи или самой выдачей графика на биржу. Надо посмотреть. Ну, то есть, вот если аудитория, которая сегодня смотрит канал, сегодня подписана, либо она будет прирастать, будет оставаться на канале, то вы получите анонс и возможность абсолютно бесплатно всем этим воспользоваться в рамках бета-тестирования. Закрытая группа людей, там, может быть, 20, 30, 50 человек, небольшая группа, которым будет дана возможность абсолютно бесплатно получать этот анализ, изучать, давать обратную связь и улучшать взаимодействие и пользовательский опыт с этим проектом. Но, по крайней мере, на сегодняшний день, принимая свои решения, я однозначно смотрю на то, что говорит платформа, смотрю на ИА-анализ, потому что сегодня помимо ИА-анализа здесь именно математические алгоритмы расчета, например, условно там, волнового тренда или расчета, значит, smart money или расчета зон Вайкофа, да, циклов Вайкофа. Вот здесь все это присутствует. И чем самому на графике это все тыкать, математический алгоритм рассчитывает и дает тебе результат. И на самом деле он очень даже неплохой. И я думаю, что вот в рамках бета-тестов это можно будет всем остальным пользователям узнать. Всем профита, всем здоровья, всем хороших выходных, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте дизлайки, пишите комментарии. На все постараюсь прочитать и ответить. И до новых встреч.